Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. За 2,5 года, по данным МВД, было возбуждено более 100 уголовных дел по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Однако, по словам экспертов, пока обвинения предъявляют в основном преступникам незначительного ранга. Привлечь к ответственности реальных лидеров преступного мира, которые пользуются безусловным авторитетом в криминальной среде, довольно сложно. Смогут ли правоохранители победить так называемых воров в законе с помощью антиворовской статьи? В последние месяцы в новостях то и дело появляются сообщения об аресте очередного криминального авторитета. Вова Пухлый, Олег Шишканов, Хизир Акбулатов – персоны, знакомые широкой публике по криминальной хронике 1990-х и 2000-х годов, снова стали фигурантами уголовных дел. Всех их обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Соответствующая статья 210.1 появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года после принятого по инициативе президента федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности. Если раньше обладание статусом лидера преступного сообщества само по себе не образовывало состава преступления, то теперь оно карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет в колонии строгого режима и штрафом до 5 миллионов рублей. Условное осуждение по статье исключено. Также законом выделено в отдельный состав преступления участие в воровских сходках, собраниях в целях разработки планов и создания условий для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и преступных доходов между преступными сообществами. Это деяние карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. В народе статья 210.1 прозвали антиворовской, поскольку касается она в первую очередь так называемых воров в законе и криминальных авторитетов. В настоящее время судами признаны виновными 6 лиц, имеющих криминальный статус так называемых воров в законе. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в ведомстве. По словам экспертов, привлечь к ответственности лидеров криминального мира всегда было сложно. Конечно, с ними боролись и раньше, они все время были в разработке. Но для привлечения к ответственности вора в законе надо было, чтобы он совершил преступление, и найти этому доказательства, что очень сложно. Задержать кого-либо удавалось разве что на сходке, с оружием или наркотиками, а это несерьезно, так, комаринные укусы были, рассказывает адвокат Московской городской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. Редактор информационного агентства Prime Crime Виктория Гефтер убеждена, что статья 210.1 демонстрирует свою эффективность. В воровской среде наступило невиданное затишье, поясняет эксперт. Воры полностью ушли из эфира, оставив паству без руководства. Далее вниз, до самых основ иерархии. Сейчас в воровской среде такой штиль, которого не было никогда. Никто не дает ни малейшего повода каким-либо образом уличить себя в том, что он вор или как-то вовлечен в воровское движение. Вдобавок закон отбил охоту становиться ворами у тех, кто должен был прийти им на смену. Сегодня стремящийся к такому статусу фактически синоним слова «душевнобольной». И это ключевое следствие, статья 210.1, которая ставит воров на грань вымирания, объясняет Гефтер. Евгений Черноусов отмечает, что на фоне новой статьи воры стали уезжать из России. Бегут в основном в Турцию, там они создали целый клубок. Говорят, что якобы оттуда будут руководить. Но есть такая простая истина: если тебя нет в России, ты уже не можешь откуда-то давать указания, управлять. У нас это не принято среди ОПГ и их лидеров. Раз вор убежал, его влияние заканчивается. Так что ему остается выбирать, либо сидеть здесь в тяжелых условиях,
в одиночках в крытках, либо бежать, говорит эксперт. Массовый отъезд воров из страны уже состоялся, рассказывает Виктория Гефтер. При этом, по ее словам, Европа в целом перестает быть комфортным местом для проживания воров. Еще пара-тройка лет, и Европол повсеместно перекроет им кислород. Это в том числе касается и экстрадиций. Если раньше выдачи воров из-за рубежа были единичны, сегодня это вполне рабочая схема даже со странами, традиционно игнорировавшими запросы из России, рассказывает эксперт. Подтверждение ее словам – недавняя экстрадиция из Польши вора в законе Олега Пирогова, обвиняемого в России по статье 210.1 Уголовный кодекс. Как отмечали в СМИ, этот случай пока едва ли не единственный за всю историю. Более того, некоторые вернулись, предпочтя чужбине нелегальное положение на родине, продолжает Гефтер. Если не особенно привязан к благам цивилизации, можно, как Шамас, уйти в тайгу и переждать. Однако, по мнению экспертов, по-настоящему влиятельным лидерам преступного мира пока удается избегать привлечения по статье 210.1. Есть серьезные воры, которые входят в пятерку первых, авторитетнейших воров России, но никого из них к ответственности по статье 210.1 не привлекли, ни одного я не вижу там. К примеру, того же Илью Симонию, серьезного вора в законе, который сейчас обвиняется в организации убийства Вячеслава Иванькова, никто по этой статье не обвиняет. Или такого вора в законе, как Алексей Суворов. Это авторитетнейший вор, и никто его не привлекает, как и Тариэла Аниани и многих других, говорит Игнатов. По его словам, статистика по делам, возбужденным по статье 210.1, растет за счет воров или лидеров преступной среды в регионах. На первый взгляд, 102 уголовных дела – это много. На деле чуть менее четверти от общего числа действующих воров, всего их, по нашим подсчетам, 424, включая выходцев из бывших союзных республик, которые никогда не осуществляли преступной деятельности на территории России, говорит Гефтер. Она отмечает, что дела возбуждают в отношении не только воров, но и нижестоящих лиц в пирамиде, например, смотрящих за крупными регионами. При этом доказать вину вора в законе по статье 210.1 все равно очень сложно, говорят эксперты. Привлечь крупного вора в законе или маломальски серьезного бандита по этой статье едва ли возможно. Свидетельствовать против них себе дороже. И в Испании, и в Греции могут достать, да где угодно, как мы видим, то и дело кого-то убивают. Сегодня вы даете показания на какого-то известного вора в законе, либо, как они говорят, главу коллектива, а завтра нет гарантии, что вы сможете спокойно выйти на улицу. Вас могут просто убить, рассказывает экс-начальник криминальной милиции органов внутренних дел Российской Федерации, адвокат по уголовным делам Евгений Харламов. Михаил Игнатов отмечает, что и факт коронации доказать невозможно. Любая коронация проходит в закрытом режиме, и вы нигде никогда не найдете письменного подтверждения того, что такого-то человека короновали в воры в законе, поэтому доказать это очень трудно для суда. Мы, оперативники, знаем, когда и как все было. Но наши знания, как говорится, к делу не пришьешь. Какой-то объективной доказательной базы у нас на это нет, есть только негласная информация, кто на какой сходке, где, когда и кем короновался, добавляет он. В том числе поэтому, продолжает Игнатов, имеют место оправдательные приговоры по статье 210.1. Так, в июне Липецкий областной суд оправдал 48-летнего Тенгиза Гигиберию, известного также как Тенго Понтийский, поскольку не удалось доказать факт занятия им высшего положения в преступной иерархии. Хотя на суде Гигиберия заявил: «Ваша честь, я совсем согласен, я признаю свою вину, все правда, что сказал гражданин-прокурор. Я с 1996 года коронован как вор в законе. Вину признаю, хотите, меня наказывайте». Сейчас его дело направлено на доследование. Я так и предполагал, что его оправдают, потому что предоставленные оперативные справки о том, что такой-то гражданин был тогда-то коронован,
для судов не доказательство. Для суда здесь доказательством могут быть свидетельские показания других людей, которые могут это подтвердить, которые участвовали в той же коронации, к примеру. Но, естественно, этого не будет, никто из воров в законе этого не скажет. Либо официальный документ, справка с печатью, о том, что такой-то человек является вором в законе, проходит по таким-то базам. Этого тоже нет, потому что протоколов таких не пишет никто, объясняет эксперт. Говоря о приговоре Тенго-Понтийскому, адвокат Евгений Харламов говорит, что оправдательный вердикт отменили, потому что статья 210.1 была введена 2,5 года назад, а Гигиберия на момент возбуждения дела уже 3 года был на пенсии. Можно ли его привлекать к ответственности, если он был вором до внесения этой новой статьи в уголовное законодательство? С позиции права нельзя. За все, что совершалось до появления этой статьи, нельзя привлекать, поскольку закон обратной силы не имеет, объясняет адвокат. Из 6 осужденных по статье 210.1 двое на момент принятия закона, равно как и вынесения приговора, действительными воровскими полномочиями уже не обладали, что, впрочем, никак им не помогло, добавляет Виктория Гефтер. Удивляет экспертов и уголовное дело против Николая Кузьмичева, оправданного судом присяжных. СМИ называли его криминальным авторитетом Колей Томским. Однако обвинению не удалось убедить присяжных в том, что мужчина действительно обладал статусом вора и координировал деятельность криминальных элементов в Томской и Кемеровской областях. Сам Кузьмичев занятие высшего положения в преступном мире отрицал. Естественно, стать вором в законе не сидевший человек не может. Чтобы стать вором, надо зарекомендовать себя, пройти какую-то колонию, отбыть там срок. Будущего вора проверяют в деле, как он себя поведет на крытке, как будет вести себя с администрацией, другими осужденными, насколько у него авторитет проявится. Вор в законе – это очень серьезный титул для уголовников, поэтому его не раздают просто так, кому ни попадя, объясняет Михаил Игнатов. Эта статья вызывала и по сей день вызывает очень много споров, потому что возникает большой риск оговоров по ней. К примеру, 3-4 человека отбывают наказание, осуждены на долгий срок, 20 и более лет, и им в перспективе светит пожизненное за какие-то вновь вскрывшиеся эпизоды. Они идут на досудебное соглашение, давая показания на каких-то других людей, чтобы облегчить себе участь. И вот показания этих 3-4 человек уже могут образовать состав по статье 210.1. Поэтому я очень скептически отношусь к диспозиции этой статьи, объясняет Евгений Харламов. Сейчас, по мнению экспертов, лидеры преступного мира пытаются приспособиться к новым реалиям и ищут способы избежать уголовной ответственности. Так, воры в законе начали отказываться от своих титулов, хотя до недавнего времени, по негласным правилам криминального мира, так делать было нельзя, рассказывает криминалист, бывший оперативный сотрудник РОАП МВД по городу Москве Михаил Игнатов. Когда статью ввели, воры в законе сначала были в некоем ступоре, но затем тоже нашли выход из положения. Если раньше они с бравадой всем отвечали, что являются ворами в законе, то есть гордились этим и не скрывали своего титула, то теперь говорят: «Нет, я обычный гражданин, никакой не вор». Думаю, это происходит по договоренности, заключенной на сходках. А между собой, естественно, никто ни от чего не отказывается, статус у них как был, так и остается, и они все это прекрасно знают, считает эксперт. Другого мнения придерживается Виктория Гефтер. Что касается отречения действующих воров из числа тех, кого еще не приперли к стенке, случай Мухи Люберецкого пока единичный. Говорят, что за такое отречение в нынешних условиях спроса не будет, но я на это сильно бы не уповала просто потому, что те же Сумбат Абасов, Игорь Новиков или Олег Пирогов, которые, понимая последствия, подтвердили свой титул, никогда не встанут в один ряд с теми, кто отрекся, убеждена эксперт.